красота. Понравился конфетки? Ой, Что, давайте очень попробуем. вкусно. Очень нежный, такой вот именно творожный крем. Ассаламу алейкум, здравствуйте, мои дорогие. Я рада приветствовать вас сегодня на нашем канале. Сегодня хотела приготовить вместе с вами торт. Сейчас как раз сезон клубники. Я в прошлом году делала торт, тоже с клубникой. Но сейчас у меня идет здесь, будут изменения. Будет другой крем, конечно. И плюс будет другая у меня немножечко пропиточка. Будем, естественно, прослойку делать из клубники. Ну что, давайте приступим. Начинаем, значит, мы вот этот вот обязательно. Вот сначала будем готовить бисквит. У меня уходит вот на вот это вот количество яиц, 9 яиц у меня, 250 грамм муки и 250 грамм сахара. Яички у меня такие средние, даже немножечко и крупненькие. Вот. Начинаем, значит, как всегда на бисквит мы берем, значит, отделяем белки от желтка. Вот специально вот такое приспособление. Белок, видите, сам вот так вот отделяется. Легко нам. И я вот сразу в чашу блендера бросаю его. Иногда бывает, что желток. Желток у вас не должен попадать сюда. Вот для взбивания белков вам нужно использовать вот такую вот насадку. Насадка венчик называется. Это тоже нужно учитывать. Смотрите, я должна была сказать, что здесь у вас яйца должны быть комнатной температуры. Вы за полчаса до приготовления, до начала приготовления бисквита должны их вытащить. Все, начинаем, значит, взбивать наши белки. Я сейчас использую планетарный миксер. Сначала небольшая скорость, а потом добавим. Так, постепенно будем добавлять сахар порциями. Все, вот вы взбили, смотрите. Видите, как у вас хорошо взбился белок. Так, теперь мы добавляем сюда желтки наши. Опять мы опускаем, да? Скорость немножко пониже. Так, даже можете и вручную, чтобы уже было. Смотрите, мы поднимем сейчас это все. Так вот, снимем и уже вручную сделаю. Должны хорошенечко вот этот вот желток сейчас перемешать. Снизу вверх. Не сильно надо мешать, чтобы вот этот ваш белок, он может опасть. Вот смотрите, мы желток вот перемешали хорошо, да? И теперь я постепенно, вот просеянная у меня мука, я постепенно частями. Сначала вот половину добавлю, да? И начинаю мешать. И сразу потом уже вторую половину. И уже мешаете здесь, видите, я вручную лопаточкой мешаю. Пышное такое, видите, воздушное у нас получилось тесто. Все, вот мы полностью перемешали. У нас готов наше тесто на бисквит. Все, и будем выкладывать. Берем пергаментную бумагу, я ее застилаю, да, и ставлю специально вот такое кольцо для торта. Вот размер вот этого кольца на 9 яиц, 250 грамм сахара и 250 грамм муки у вас должна быть форма. Приблизительно вы должны увеличить эту форму до 26 сантиметров. Размер должен быть 26 сантиметров. И я сюда выкладываю прям. Выложили, да, разровняли наше вот это вот тесто специально, да, а теперь мы будем выпекать его. Я заранее включила духовку. Почему? Потому что вы, понимаете, вы взобьете, а потом включите духовку, у вас время. Смотрите, бисквит вы должны сразу начать выпекать. Почему? Да потому что если вы немножечко его даже, вот он у вас поставит, это вот тесто у вас может осесть пышное. И потом уже, конечно, он плохо будет подниматься. Все, будем выпекать при температуре 180 градусов по Цельсию. Приблизительно 40-50 минут. Ну, я думаю, до 50 минут мы доведем. Все.
И здесь у меня режим, видите, я включила его сейчас. У меня вверх-вниз режим. Никакого не нужно здесь. Конвекции не нужно включать. Потому что у вас бисквит может просто высушиться, когда вы конвекцию включаете. Первые 20 минут ни в коем случае нельзя открывать духовку вот эту вот. Понимаете? А то у вас бисквит сядет. Смотрите, бисквит у нас готов. Сейчас мы его порежем. Но для этого мы сейчас должны приготовить в первую очередь крем. На крем у меня уходит творожный сыр. У меня здесь где-то 600 грамм. Плюс, значит, сахарная пудра 190-200 грамм можете брать. И сливки у меня здесь 190 грамм. Все, приступаем. Значит, я вот это вот сейчас снимаю, положу сюда. Смотрите, творожный сыр у нас все должно быть холодное абсолютно. Видите? Я немножечко вилочкой разомну. Почему? Потому что он твердый. Иногда не выдерживает вот это вот венчик. Вот, поэтому я вот так немножко предварительно разомну. Аккуратненько. Смотрите, я размяла немножечко. Уже легче будет. А то замучается. Вот этот вот. Ему будет тяжело. Вот, немножечко перемешаю с сахарной пудрой. Я вилочкой делаю. Опускаем. Начинаем взбивать на низкой скорости. Теперь добавляйте сливки. Сливки обязательно 33%. Вот крем наш готов. Вот крем получился. Видите, какой гладкий, гладкий. Иногда можно подержать его в холодильнике. Где-то полчаса, час. Для полной стабилизации. Но у меня очень хороший, смотрите, получился крем шикарный. Так, у меня есть специально вот такая вот пила для резки торта. Вот смотрите, я его вот специально разделила на 3 части будем. И начинаю вот так вот резать. Видите? Резала я на 3 части. Видите, у нас бисквит какой получился? Шикарный. Вот. А теперь мы начинаем его будем оформлять. Смотрите. Я беру крем. Иногда сиропом пропитывают. Я сейчас не пропитываю, потому что сейчас я буду сюда клубнику выкладывать на этот слой. Поэтому он все равно, знаете, такой вот немножечко, ну, будет сам влажный уже от этой клубники. Поэтому я сюда сироп не использую. Вот так вот выкладывать будете клубнику. Я ее порезала. Все выложили. Чтобы вот этот бисквит не промок, я вот сюда, видите, вот так вот намазала. Теперь вот так вот выкладываем его. И дальше продолжаем. Вот сейчас смотрите, у меня желатин. Центр вот так ставлю. Ну что значит, вот смотрите, вчера я приготовила 2 торта, просто у меня будут сегодня гости, поэтому смотрите, давайте будем пробовать. Давайте будем пробовать. Да. Что? Да, очень красиво получилось. Да. Я специально, у меня вот такой ножичек потоньше, чтобы легче было резать.
какая красота. Сегодня он у нас пропитался за ночь. Да, смотрите. Какой он. Ну что, давайте пробовать. Давайте будем пробовать. Давайте. Какой аромат именно от клубники. Смотрите. Я хочу именно вот эту часть попробовать. Вот так вот. Понравилось, Олег? Ой, Что, давайте попробуем. очень вкусно. Я тоже хочу попробовать немножечко. Так, давайте. Так пропитался, знаете, он такой вот, смотрю я. Он такой нежный, приятный. Очень вкусно. И крем такой, вы знаете, очень нежный. Такой вот именно творожный крем. Понимаете, и вот эта вот клубничка, вот она, видите, тоже вот она, бисквит пропитался. Я его вот сиропом специально не пропитывала в этот раз, потому что клубника сама, я говорила, она же влажная. Очень вкусно. Очень вкусно, приятно. И клубника такая сочная. Да, да, да. Так что пробуйте, пожалуйста, вот этот вот торт по моему рецепту. Мы очень рады были быть вместе с вами. Желаем мира и добра вашему дому. Счастья вам, счастья вашим семьям. Пускай всегда будет мир на нашей земле. Это главное. Да. Присоединяйтесь, пожалуйста, к нашему каналу. Мы будем очень рады вам. Ну что, хамдаки, давайте. Давайте будем пробовать еще дальше. Еще раз, давайте. И крем такой, да? Я сахарной пудры вообще мало добавила сюда. Не, очень вкусно Он, получилось. знаете, не слишком, не приторный, не сладкий. Шикарно. Такого я еще не пробовал. Да, вкусно. Вкус приятный такой, Да. знаете. Сейчас просто сезон клубники, поэтому вот делаю. И вот полоски клубники там прям Ага. выражает свой цвет. И очень красиво получается Да, да, торт. да. Ну, давайте. Приятного аппетита вам.